И, друзья, всем привет, это снова я, и сегодня я вам расскажу свои мысли о тренинге, о том, как сочетать бодибилдинг и занятия танцем. Если говорить о танцорах или обычных людях, то, конечно же, можно сказать, что у танцоров есть дополнительная нагрузка в танцевальном зале. Соответственно, у обычных людей точно так же жизнь может состоять из разных дневной активности, где они могут тоже порядочно уставать. Поэтому заниматься более 2-3 раз в неделю я лично смысла не вижу. Даже если у вас много свободного времени, на начальном этапе увеличивать количество тренировочных дней лучше не стоит. В крайнем случае можно добавить в свою тренировочную неделю несколько кардиотренировок, которые помогут вам повысить вашу дневную активность. И также эти кардиотренировки можно точно так же заменить любой зарядкой, пробежкой или же прогулкой вместо такси или маршрутки. Для того, чтобы повысить вашу дневную активность и потратить больше калорий, соответственно, если вы стимулируете множество процессов в вашем организме и лучше себя чувствуете и быстрее восстанавливаетесь. Увеличивать количество тренировочных дней стоит уже более на продвинутом уровне, когда спортсмен имеет определенный опыт и знает, что и зачем он делает. Разумно разделять наше тело на 6 разных мышечных групп. Это грудь, бицепс, трицепс, спина, плечи и ноги. Соответственно, на этом разделении можно и строить любые ваши программы, для того, чтобы прорабатывать полностью ваше все тело на протяжении тренировочной недели. Существует несколько видов тренировок. Как вы знаете, круговая и сплит-тренировка. Круговая тренировка – это тренировка, в которой несколько упражнений на разные группы мышц делаются по одному подходу подряд, то есть по кругу. Соответственно, сплит-тренировка – это когда мы работаем с 1-2 группами мышц, с 3. То есть на одну группу мышц делается по несколько подходов подряд. Круговая тренировка подходит, по моему мнению, больше новичкам или людям, которые приходят в зал после длительного перерыва для того, чтобы войти в форму. Или же для людей, которые просто хотят держать себя в форме, типа тренировка а-ля зарядка. На экране здесь вы можете видеть схему стандартной круговой тренировки, где присутствуют в основном базовые упражнения, которые помогут вам держать себя в форме или войти в форму. Это всего лишь пример, вы можете в принципе строить тренировку как вам угодно. Далее я вам расскажу, как именно это можно сделать. Какие варианты построения тренировки круговой существуют. Первый вариант – это прорабатывать в один день все ваше тело, то есть тренировка full body. Второй вариант – разделять тело на верх и низ, то есть работать с верхней частью тела, потом второй день с нижней. И третий вариант, в принципе, можно комбинировать упражнения как вам угодно, как вам удобно, думайте сами. И, в принципе, вариантов куча. Если же вы хотите прогрессировать, наращивать мышечную массу, для вас лучше подойдет сплит-тренировка. Классическим считается 3-дневный сплит, то есть мы работаем 3 раза в неделю в тренажерном зале. На тренировке может быть от 2 до 3 групп мышц. Стандартную схему тренировок вы можете видеть также на экране. Это в принципе точно так же, всего лишь пример, поэтому вы можете ее проанализировать, что-то поменять, что-то изменить под себя, что-то добавить, убрать и так далее. Поэтому в целом вы можете менять схему как вам угодно. Используйте разделение мышц на 6 групп и стройте тренировку под себя. Таким образом вы можете сами писать для себя программу. В данной программе вы можете увидеть, и я так считаю, что лучше прорабатывать в один день большую и малую группу мышц. Соответственно, при работе с большой группой мышц мы вызываем больший отклик анаболический, соответственно, вызываем больше выработку тестостерона, что и вызывает наш мышечный рост. Если вам угодно, вы можете заниматься и 2 раза в неделю. Можете делать в одну тренировку 2 или 3 группы мышц. Еще раз повторюсь, что вам не обязательно повторять именно эту программу, которую даю и вам я. Вы можете
делать все, как вам хочется. Это просто пример. Также могу сказать, что кто-то предпочитает один набор упражнений, постоянно повторяют. В принципе, этот вариант такой для новичков, вы можете отрабатывать свою технику и работать. Сумасшедшего разнообразия упражнений в принципе не должно быть, но иногда чередовать или заменять некоторые упражнения в принципе будет полезно. Лично я это практикую, и мне в принципе это нравится. Главное, следите, чтобы в вашей тренировке упражнения, которые вы под себя подбираете, максимально обширно задействовали все участки вашей работающей группы мышц. И также хотелось бы сказать о методе статодинамики, суть которого в том, чтобы соблюдать определенную амплитуду движения вашего упражнения таким образом, чтобы мышца находилась в постоянном напряжении. Этот метод считается менее травматичным и более выгодным для бодибилдеров, так как мы работаем относительно с небольшими весами. Вес подбирается таким образом, чтобы в ваших рабочих подходах в течение 30-40 секунд работы вы достигали жжения в ваших мышцах. Этот метод достаточно популярен в последнее время, и в принципе вы сами можете это все попробовать на себе. Может быть, это достаточно интересные ощущения, и может быть это вам поможет, может быть сработает именно на вас. Залогом успеха в тренажерном зале, как мы знаем, является прогресс нагрузки, увеличение объема тренинга и интенсивности его. Так как постоянно работать при натуральном тренинге, увеличивать нагрузку и прогрессировать очень тяжело, для того, чтобы избежать перетренированности, застоя в ваших тренировках, продолжать прогрессировать, используйте принципы периодизации. Первый вариант периодизации – это неделя тяжелая, неделя легкая или неделя развивающая и восстановительная. Первую неделю работаем на медленные мышечные волокна с весом 80% от максимума. Все упражнения выполняются по схеме полупирамиды или пирамиды, то есть 5-6 подходов, 2-3 подхода разогревочных и 2-3 рабочих. Приветствуются негативные повторения с помощью вашего товарища. Если вы себя хорошо чувствуете или для увеличения объемности тренировки, вы можете заниматься по системе пирамиды, то есть дорабатывать еще. Вы поднялись до максимального, до рабочего веса и потом спустились до вашего разогревочного. Схему пирамиды, по какой приблизительно занимаюсь я, вы можете видеть на экране. Соответственно, это не значит, что вы должны работать именно в таком диапазоне. Так работать комфортно лично мне, вы можете в принципе попробовать, может быть у вас будет что-то и изменено. Отдых между разогревочными подходами должен составлять 30-40 секунд, между рабочими подходами около 2 минут. Также, в принципе, на время можно не ориентироваться, а просто чуть-чуть слушать свой организм, чувствовать, восстановил дыхание и поехал работать дальше. Вторую неделю работаем на быстрые мышечные волокна с весами 50-60% от нашего максимума. Это высокоповторный тренинг на концентрацию, ощущения мышц. Старайтесь следить за вашей техникой выполнения упражнений. Работаем в диапазоне 15-30 повторений. Все упражнения выполняются по 5-6 подходов, то есть 1-2 разогревочных и 3-4 рабочих. Отдых между подходами 30-40 секунд. То есть тренировка должна быть достаточно интенсивной. Если вам в принципе удобно, вы можете работать 2 недели тяжелых, 2 недели легких. Это тоже как вариант периодизации в принципе. Второй метод периодизации рассчитан на несколько месяцев, то есть в первую неделю вы начинаете работать с весами 50-60% от вашего максимума, потом с каждой недели, с каждой тренировкой вы добавляете от 1 до 5 килограмм рабочего веса, соответственно, со временем ваша нагрузка растет. Когда вы доходите до вашего рабочего максимума, то есть 80% от одноразового максимума, рабочий вес, и при этом у вас повторение от 6 до 8 повторений, и дальше результат не растет, вы сбрасываете все ваши веса до 50-60% от максимума, соответственно, и начинаете круг заново. Соответственно, с каждым кругом ваши силовые показатели будут расти, и ваш вес рабочий тоже будет расти. Таким образом, тоже как вариант периодизации, он может помочь вам избавиться от застоя, если такой имеется. В любых видах тренинга, в каждом тренировочном дне, в каждом рабочем подходе старайтесь достигать отказа.
ощущение жжения в ваших мышцах, так как именно эти ощущения заставят ваши мышцы расти. Между упражнениями не сидите, ходите, дышите, разминайте работающую группу. Также после тренировки очень полезно растягивать ваши работающие группы мышц для того, чтобы мышца быстрее расслабилась, в нее поступали полезные вещества и, соответственно, мышца быстрее восстанавливалась. На каждую мышцу выполняем по 3-4 подхода. Упражнения можно выполнять подряд, то есть на одну группу мышц 3-4 упражнения, потом переходим ко второй. Или же чередовать, то есть работать одно упражнение на одну группу мышц, потом делаем на вторую. Таким образом, работающей группе мы можем дать время отдохнуть. Лично такой вариант больше нравится мне, и таким образом я могу больше нагрузить свои работающие мышцы, и общий объем работы на тренировке, в принципе, возрастает. Ненамного, конечно, но что-то в этом есть. Мне так работать комфортно, вы можете тоже попробовать, в принципе, как вариант.